Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля. Давайте узнаем подсказки карт. У нас сегодня колода карт 78 дверей. Это метафорические карты. Принципиальное значение имеют двери. Открыты, закрыты или каков ключ, чтобы их открыть. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Ну, вот я как раз надеюсь, что свою историю вы переложите на метафору карт и что-то сможете просчитать на пару шагов вперед. Девятка мечей нам изображен человек, который поместил себя в клетку. Он сам себя поместил, и я как будто ничего не хочу. Или какие-то внутренние, как сомнения, стоит ли начинать что-то или нет, стоит ли выходить отсюда, или я еще обожду. Ну, вот какая-то нерешительность может быть, вполне вероятно. Ну, давайте мы возьмем карты, те, которые я сама достану, и зададим главные вопросы, как вот неожиданность или неожиданности, что важно знать, что скрыто и по основным сферам жизни. Итак, что же для вас будет в приоритете, что важно знать для вас, стрельцы, на неделю? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может просто помешать? Что вам будет помогать или что будет радовать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Денежная энергия, финансы. И личная история. Что же важно знать? Ух ты! Ну, можем уже заканчивать наш прогноз, потому что первая карта мага. Это карта огромных возможностей. Это когда вам сейчас по плечу все. Конечно, это карта великого манипулятора, но это еще и карта прозорливого, внимательного человека, которому подвластно все. Тот, который где-то не будет действовать напролом, да. Он скорее, как серый кардинал из-за кулис, аккуратно воздействует или приводит людей постепенно к тому мнению или решению, что это их как бы решение, это не что иное, как продукт их собственного ума. Вот такая вот манипуляция может быть великая. Может быть, вы и столкнетесь с такими людьми, но все же мы смотрим на вас, и поэтому все стихии вам подвластны. Значит, на этой неделе действительно у вас какая-то, она может быть очень знаковая или значимая, или откроются, ну, какие-то перед вами, как не случайные случайности могут произойти. Все же это у нас старший аркан. В любом случае, старший аркан это всегда влияют обстоятельства. Ну, а уж если с картой маг, то тут какие-то новые возможности. И все будет зависеть от вас, как вы с этим провзаимодействуете. Интересно, неожиданности давайте посмотрим. А тут и правда, если мы про двери. Обратите внимание, как будто нам показана монахиня, которая открывает дверь, и она открывает эту дверь на крик младенца, который она, скорее всего, услышала. Она ничего подобного не ожидала. И вот среди холода и луж, ветра, какого-то дождя, лежит маленький ребенок, и он плачет. Она замерла в изумлении. Нам карты не говорят, почему именно под двери монахини был подброшен ребенок. Хотя вот его величество случай, мои дорогие. Ведь монахиня, нам о ней тоже не рассказали. Может быть, эта женщина мечтала иметь семью, мечтала иметь детей. И, скорее всего, если люди отваживаются на такой серьезный шаг, как уйти в монашество, то к этому всегда есть причины. Наверное, и у нее была какая-то причина, и вполне вероятно, она хотела ребенка, но вот обстоятельства сложились совершенно по-другому. И женщина показана в возрасте, то есть она уже успела за прошедшие годы привыкнуть к своему образу жизни, он у нее уже сложился в какой-то уклад, и тут вдруг вот такой сюрприз. Совершенно неожиданный. Да, она, может быть, когда-то мечтала, но к этому она теперь совершенно не готова. Она, может быть, ну, в мыслях только предполагала, какой бы замечательной матерью она могла бы быть.
Но в реальной жизни она уже такого на данный момент не представляет. И вот вам, словно высшие силы, могут дать такой подарок или какую-то возможность. И будет от вас только зависеть. Вот как мы смотрим на эту карту и думаем, что будет делать эта монахиня. Понятно, что ребенка она, скорее всего, занесет, она не оставит плачущего малыша, замерзшего, на крыльце. Но возьмет ли она его сам себе или отдаст приемным родителям? Какова будет судьба? Как она провзаимодействует с этой возможностью? Пока непонятно. Но двойка мечей. Почему я говорю, когда двойка мечей, это как развилка судьбы. Вот мы куда-то шли, и теперь мы пришли, наконец, словно упираемся в стену, и нам прямо, вот как будто так не получится. Нам либо направо, либо налево. Словно найти выход из лабиринта. И, кстати, вот в этой колоде как раз туз мечей, своеобразный выход из лабиринта есть. Если два меча, а нам нужно, чтобы остался один. Словно одно какое-то решение, единственно правильное. И это у вас неожиданность. Вы можете быть поставлены, кто-то из вас, перед какой-то задачей, а для кого-то из вас удивительная, может быть, возможность, о которой вы мечтали. Но вы были уверены, что такое счастье должно прийти совершенно другим путем. А так не бывает. У нас чаще всего как раз через кризис приходят новые возможности. И вот что-то подобное. Но только вы, как будто в энергиях мага, вам сейчас подвластно все. Чему сейчас не время? Колесо фортуны. Мы рассматриваем прямые положения карт. Колесо фортуны нам показано, если мы говорим про двери, да, так вот не что иное, как вот этот стол спиритический, это и есть двери. Здесь собрались четверо, потому что они не знают, что делать дальше. И в надежде, что кто-то проговорится или у кого-то получится высветить или сказать какую-то фразу, какую-то подсказку я услышу, и это будет означать, что я теперь точно буду знать, что меня либо ждет дальше, либо как сложатся события дальше. Одним словом, вот с той ситуацией, которую я обрисовала. Мы смотрим на этот старший аркан, чему сейчас не время. Не время надеяться на авось, не время надеяться, что судьба сама с чем-то разберется. Или как-то оно отстроится опять же само. Какая-то ситуация завершится, решится сама. Мы словно отдаем свою жизнь и ту самую судьбу на волю случая. И потом как будто не обижайся. Потому что карта мага, она предполагает от начала до конца какие-то наши действия, наши решения и очень грамотное взаимодействие как и с миром, так и с людьми. Но большие возможности. Вот к вам приходят возможности, вот как двойка мечей. Не пропустите, что помогает. Тройка пентаклей. У вас сейчас сильная позиция. Вы как и профессионал востребованный. Вы, может быть, как эксперт в своей области или по той сфере занятости, где вы трудитесь, все-таки нам человек, труженик показан. По тройке пентаклей мы и готовы дальше учиться, узнавать что-то новое, рубежи какие-то новые брать. По тройке пентаклей мы узнаем новое, и потом это становится где-то либо частью дохода, либо все равно приносит деньги. И по этой карте, это карта сдачи экзамена. Вот у кого-то, может быть, мои дорогие, буквально будет удачно сдан экзамен, у вас все-таки карта мага. Как-то вы тут даже, ничего не зная, сумеете выкрутиться, правда. Вот это точно. Либо кто-то подскажет, либо что-то нетрадиционное такое скажете, может быть, самого экзаменатора запутаете. Ну, кто знает, вот что-то тут такое с учетом вот этих двух карт. Но если мы говорим про экзамен, это может быть и жизненный экзамен. Что-то в вашей жизни закончилось. И теперь вы словно на новом жизненном этапе. И, правда, возможности огромные, но ими надо уметь правильно воспользоваться. Поэтому я бы даже сказала, обучение какое-то вам помогает. Кто знает, раз вам выпадает карта мага, изучение психологии, изучение, может быть, символики, кто знает. Или еще каких-то наук, может быть, тех, которые как раз вам интересны. И когда вы понимаете, может быть, самое главное, помогает тот принцип, когда, знаете, у нас есть пусть какая-то доля сомнения в том, что я могу чего-то не знать. Потому что чаще ошибаются те,
которые в себе на 1000% уверены. А если предположить, что что-то иррационально, то тогда, скорее всего, мы меньше ошибок совершим. И вот эта открытость миру и возможность учиться, идти вперед, это в целом вам помогает. Маг учится постоянно, мои дорогие. Что скрыто? За вами кто-то наблюдает, кому-то вы интересны. Может быть, по пажу мечей это те люди. Вот, мои дорогие, правда, тут вам надо быть магом, волшебником, слушать свою интуицию и очень внимательно к своему окружению. Вот сама карта говорит за себя, да? Как будто у нас выходит статусный человек, мужчина, из богатого дома, а какой-то парниша в кедах за ним наблюдает. Не рискуйте собой. Проверьте документы. Если занимаете должность какую-то, проверьте печати, где вы поставили подпись, перепроверьте, может быть, какие-то отчеты или, заключаете, если какие-то сделки в банках, соглашения, тоже все перепроверяйте. Будьте внимательны к людям, к окружению, какие вопросы вам задают. Может быть, вы увидите, что люди хотят знать о вас чуточку больше, или какие-то более тонкие вопросы, не стесняясь, задают. Одним словом, будьте внимательны. Дела, работа, бизнес. Тут, правда, вы можете узнать ту новость, которая совершенно для вас неожиданна. У нас тут карта, которая вообще о чудесах говорит. Девушка как будто телепортируется через двери. И это тоже карта больших возможностей отчасти и вашей прочной позиции. Вы как будто могли себе наметить какой-то план, тезис, план, намерение, чем-то заниматься. И приходит новость или событие какое-то происходит, когда вы будете поставлены, может быть, перед какой-то другой реальностью. Или вы думали, что как будто выстроили, опять же, тот самый план или знали мотивы своих действий или последовательность своих действий, а здесь что-то происходит. Или приходит, опять же, информация, когда вы понимаете, что нет, тут нужно что-то скорректировать. Или от меня требуется вообще что-то сделать противоположное, что прежде, может быть, я говорил, и я этого никогда не сделаю. Вот к этому нужно быть готовым. И, знаете, вот, наверное, как маг, если мы говорим манипуляции. А вот двойка жезлов – это пытаться усидеть где-то на двух стульях. И вашим, и нашим. Может быть, на этой неделе вот такая двойственность, со всеми договориться. Может быть, это как возможность для себя самого пространство для маневра оставить, прежде чем вы примете какое-то окончательное решение. Может быть и так. Финансы. Что же по финансам? Десятка жезлов. Есть определенная усталость. Тут может быть у вас какой-то режим многозадачности. Или вы можете сомневаться, что у вас получится какой-то проект. И правда, карта говорит, ты не сомневайся, тут какие-то действия могут от вас потребоваться в решении вообще финансовых вопросов или вопросах вашего имущества, недвижимости или построения карьеры. И тоже, вот если посмотрите, мы подробно с вами говорили про двойку мечей. Дальше нам выпадает двойка жезлов, телепортация тоже, как будто то, чего мы не ожидали, или то, чего не свойственно, что точнее, извините, не свойственно нам, людям, и тем не менее вы это можете. Но, наверное, вся задача в том, чтобы правильно открыть двери. Правильно с этими возможностями, вы маг, волшебник, нужно понимать, как взаимодействовать. И если мы говорим про десятку жезлов, нам показан человек в шутовском костюме, который пытается открыть дверь. Он кричит, старается привлекать внимание, но все проходят мимо, и никто не обращает даже внимания, не смотрит в его сторону. Только ребенок, у которого тоже такой костюм, но это свойственно детям. Они любят дурачиться. А человек как будто взрослый, и он усиленно толкает дверь вперед. А вот эта девочка стоит, посмотрите, она не собирается ему помогать. Она стоит и наблюдает, хватит ли у этого взрослого человека понимания, что эта дверь открывается по-другому. Ее не нужно толкать, ее нужно просто потянуть на себя. Вот к размышлению, да, если мы говорим метафора карты.
Вам как будто нужно действительно что-то сделать совершенно по-другому. Поэтому и карта мага. Поэтому и не гадать, не надеяться, что кто-то вам как обронит нужную фразу или придет на помощь. Понимаете, вот здесь нет. Что-то зависит, мои дорогие стрельцы. И причем на кону что-то очень важное. Не случайно карта мага вам выпадает. И я бы сказала, как-то изменить в корне ситуацию либо по финансам, либо, мои дорогие, десятка жезлов, часто если мы на классическую колоду перейдем, то там режим многозадачности, или мы помним, что там человек, согнувшись под тяжестью 10 жезлов, пытается идти вперед. И карта ведь о чем говорит? Уставшие люди делают ошибки. Может быть, и этот человек, кстати, устал настолько, что очевидные вещи для него невидимы становятся. И поэтому ту работу, которую вам очень важно быть отдохнувшим, это правда. И чтобы не допустить какую-то ошибку. И поэтому та работа, которая не требует именно вашего участия, делегируйте. Распределите какие-то обязанности. Буквально не впрягайтесь в осуществление режима многозадачности. Да, есть такое значение. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Но не всегда оно срабатывает. Упасть от работы – это тоже не лучший вариант. Поэтому где-то берегите себя. И, наверное, если вы позволите себе какой-то отдых, то вы увидите новые возможности. Вот я бы сказала так. Ну вот, карты живут своей жизнью, это точно. Девятка мечей в личной жизни. Ну, когда выпадает карта мага, тут не совсем сразу про личную жизнь. Дела, работа, бизнес, деньги, какие-то еще вопросы. Потому что маг, он тоже где-то сам по себе. И человек у нас показан, который тоже сам по себе. И карта может просто говорить, что у вас может быть такая ситуация, когда нужно переключиться как будто на другие вопросы. Вот и все. Или, может быть, по личной жизни, мои дорогие, у вас какие-то сомнения. Девятка мечей – это карта ночного кошмара, если мы, опять же, на колоду Таро. И совет тот один. Тут надо увидеть правильно реальность. Вот как по десятке жезлов. Не надо эту дверь стеклянную толкать. Тут, наоборот, надо потянуть, выйти и осмотреться. И где-то что-то не додумывать. Не строить, может быть, себе глубокомысленный анализ на основе опыта. Он не имеет значения. А вот видеть объективно реальность и верить в собственные силы. И какой-то возможностью, как будто вам нужно воспользоваться. При этом быть абсолютно внимательным. Да, вот этот паш мечей, как будто, что за нами наблюдают. Ну, может быть, и не наблюдают, но не должно быть какого-то подвоха, чтобы не дать, ну, как будто свои позиции не ослабить до той степени, когда кто-то может этот подвох учинить, держать все под контролем. И контроль это не значит вот закрыться. Поэтому для вас, правда, в моменте и здесь, и сейчас. Но перспективы у вас какие-то на этой неделе могут открыться невероятные. Помните, что когда выпадает старший аркан мага, это не на одну неделю. И, видимо, какой-то своеобразный, как гештальт, может, вам придется закрывать. Может быть, мои дорогие стрельцы, вот Уран, который вышел 27 января из ретро-движения, перешел в прямое. Здесь какая-то ситуация, как будто у вас должна проясниться. Может быть, отчасти она где-то начиналась в прошлом. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие стрельцы.